Всем привет! Это третье видео обучающего гайда для новичков. И в этом видео я вам расскажу о разведзаданиях, об ежедневных заданиях, о событиях. Мы пройдемся по новым кнопкам интерфейса, немного расскажу об улучшении командиров, немного об альянсе и немного об улучшении вашей армии. Итак, начнем с разведзаданий. При достижении Железного века вы сможете построить такое здание, как Академия. И после строительства у вас появится разведзадание. Мы можем нажать на Академию, крайняя кнопка, перейти к разведзаданиям. Также эта кнопка появится над главной сюжетной линией этой игры, рядом с лупой. Вот здесь вот. Мы перешли в разведзаданий. Разведзадания бывает трех видов. Убийство варваров, разведка местности и нехватка припасов. Давайте каждый из них выполним. На нехватку припасов нам нужно отправить любого крестьянина. Переходим опять в разведзадание и принимаем спасение крестьян. Отправляем сюда любую армию, абсолютно. Можно даже отправить одного юнита. Это не принципиально. Отправляем конницу, чтобы она дошла немного быстрее. Пока задания выполняются, отправим разведчика. Напоминаю, что ваша разведка никогда не должна простаивать, так как и ваши крестьяне, так как и тренировка вашей армии. Постоянно тренируем, исследуем, собираем ресурсы. Первое разведзадание мы выполнили. Забираем награду. Пройдемся еще немного по этому окну. Обратите внимание, что, выполнив разведзадание, слева снизу у нас немного повысилась полоса уровня. Чем выше уровень, тем лучше награды. Также уровень силы мы можем повысить, побеждая определенный уровень варваров. Мы получим золото и более ценные награды за выполнение заданий. Примем задание убийства варваров. Здесь уже надо отправлять сильную армию, потому что нам придется побеждать врага. Забираем награду, которую заработал наш крестьянин, и сразу отправляем крестьянина добывать нам ресурсы. Переходим во вкладку «Задания». Справа снизу, где расположено у нас 6 кнопок, вторая кнопка слева. Здесь есть ежедневные задания и задания для развития. Поговорим об ежедневных заданиях. Убийство варваров, помощь альянсу, пожертвование технологий, собрать различные ресурсы, исследовать технологии, обучение пехоты, кавалерии, стрелков, исцеление юнитов, выполнение разведзаданий, торговля альянса, добыть на охоте одного животного и использовать книги опыта. За каждое из этих заданий нам будет даваться очки. При достижении определенного количества очков нам будут даваться вот эти сундуки. Я вам рекомендую ежедневно проходить до последнего сундука.
Итак, давайте заберем все, что мы уже выполнили, и попробуем прямо сейчас выполнить до последнего сундука эти задания. Это достаточно просто. Мы забрали уже 4 сундука, осталось 1. Нам нужно 20 очков. Наш Иван Грозный проиграл и не смог выполнить разведзадание. Нет. Выиграл. Да, все-таки выиграл. Все, я забираю награду. Перехожу в ежедневные задания. Принять. И нам осталось 10 очков. Самое время поговорить о командирах. Переходим к герою. Вторая кнопка слева. У нас пока есть единственный командир. Мы можем улучшить его слоты. По командирам у нас будет отдельное видео. Сейчас я скажу лишь, что у каждого командира самый важный навык – это первый навык. Поэтому улучшайте для начала его. Давайте улучшим. Он у нас единственный открыт, поэтому улучшим его. Здесь опыт героя. Он дается за варваров, а также за варваров нам даются книги опыта, которые мы можем прямо сейчас потратить. Давайте потратим все книги опыта, которые мы накопили. Иван Грозный повысился до 7 уровня, и размер армии, который он может с собой вести, увеличился. А также мы выполнили задание и получили последний сундук. Еще раз повторюсь, я рекомендую каждый день проходить все до последнего сундука, потому что здесь очень ценное золото и также достаточно ценный значок эпического героя. Отправим опять разведчика исследовать. Крестьяне у нас не простаивают, но вот немножко напрягает то, что наша армия тренируется очень быстро. Приходится в игру заходить каждые 10 минут и ставить войска на обучение. Обратите внимание, что конница у меня сейчас тренируется целый час. Это потому, что я изучил уже второй уровень юнитов и произвожу сразу второй уровень юнитов конницы. Естественно, чем выше уровень, тем дольше производится конница. Также у меня остались конница первого уровня. Ее можно улучшить до второго. Для этого очищаем очередь, выбираем Т1 юнит и справа сверху от картинки нажимаем стрелочку. Все, Т1 войска теперь улучшается до Т2. Что же нам делать с пехотой и лучниками? Нам нужно изучить также второй уровень. Что ж, пойдем к нему. А сейчас самое время поговорить немного об альянсе. Переходим в кнопочку «Альянс». Что нам сейчас нужно здесь знать? Во-первых, всегда вкладывайте в технологии альянса. За это вам будут даваться монеты, которые вы сможете тратить в лавке альянса. А также технологии альянса помогают в развитии каждому участнику альянса. Перейдем в лавку альянса.
Здесь можно покупать различные предметы. Я рекомендую здесь покупать только свитки героя для легендарных командиров. Мы бесплатно можем обновить рынок каждый день. Сейчас монет Альянса у меня достаточно мало. Их количество мы можем посмотреть во второй вкладке сверху. Вторая вкладка, кстати, это лавка Альянса. Именно лавка Альянса. Здесь продаются товары уже без скидок и пополняют лавку офицеры Альянса и лидер в третьей вкладке. Третья вкладка только для офицеров и лидеров. Подарки Альянса даются за убийство лагерей, командиров варваров, элитных варваров и прочих подобных врагов, которые берутся штурмами. Например, в будущем еще появятся пираты. Также подарки Альянса даются за донат. Когда игрок покупает определенный пакет, каждый участник Альянса получает также подарок. Каждый день забирайте подарки. Они хранятся 24 часа. Торговля Альянса. После того, как Альянс построил цитадель и 2 торговых пункта, мы можем начать торговлю Альянса, получив за это ресурсы и золото. После вашей торговли ваш Альянс также получит ресурсы для строительства новых пунктов. Для того, чтобы начать торговлю, просто нажмем кнопку «Начать торговлю». Ресурсы автоматически добавятся, когда караван пройдет все торговые пункты. Не забываем отправлять разведчика. Сейчас мы перейдем в события. Справа сверху под игровым временем появились у нас несколько кнопок. Крайнюю правую кнопку мы нажимаем и переходим в события. Начнем с первого. Я рекомендую каждый день первым делом заходить именно сюда. Улучшение снаряжения. Сейчас мы снаряжение свое улучшить не можем. Поговорим об этом позже. Заказ каравана. Можем нажать «Перейти к событию». Перейдем в бюллетень. Крайняя правая кнопка в бюллетене. И здесь появляются также различные задания. Вот, например, убийство варваров. Я уже убил 10 варваров. И я могу завершить этот квест. В заказе каравана также рекомендую ежедневно проходить все. Заказ каравана продлится еще 2 часа. То есть событие уже почти завершилось. Вот здесь вы можете обратить внимание время прохождения этого события. Этот квест Альянса. Строим торговые пункты и просто получаем награды. Мой Альянс построил без моей помощи, но награды я также получил. Варвар-захватчик. Очень прибыльный квест. Просто убиваем варваров и получаем не только награды от варваров, но и дополнительные сундуки. Давайте перейдем. И нападем на варвара, которого мы сможем победить. Пока наш Иван Грозный дерется, смотрим следующее задание. Оно продлится еще 1 день и 2 часа. И за это время нам нужно обучить определенное количество армии. Я также рекомендую вам пройти этот квест, получить все награды. О задании святыни
башни вызова и об остальном мы поговорим в следующих видео. Так, наш Иван Грозный побеждает. Пока что вернемся к новым кнопкам интерфейса. Слева от события кнопочка это для покупок. Если вы хотите немного отблагодарить разработчиков, вы можете приобрести какие-либо пакеты и немного упростить себе игру. Кнопка левее также для доната, но здесь мы также можем забрать небольшие бесплатные бонусы. И также есть небольшое событие, которое продлится еще 7 дней и 2 часа, в котором нам также дадут очень хорошие награды. Левее располагается также предложение купить командира, и левее кнопка присоединиться к дискорду игры. Все, кстати, присоединитесь к дискорду, там и подарочные коды бывают, и очень много полезной информации. Итак, мы переходим в журнал. Талон варваров дается нам для прохождения каравана, а сундук завоевателя для ивента Велизария. Давайте несколько сундуков откроем. Я заработал уже 11 сундуков. Используем их. Мы получили ресурсы. И вот такой вот предмет, плакат розыска. Давайте его используем. Около нашего города появится Велизарий. На него напасть мы не можем самостоятельно. Можем организовать только штурм. То есть должен какой-либо участник альянса присоединиться к моему штурму и помочь мне его победить. Пока что мы перейдем в бюллетень и получим награды за караван. Я организовал штурм, и справа снизу появился значок штурма. Кто-то может к нам присоединиться. Последняя кнопочка, которая нам нужна в альянсе, это помощь альянса. Всегда изучая технологии, заходите сюда и смотрите, сколько раз вам прожали помощь. Ускоряйте свои технологии только тогда, когда вот эта полоска у вас заполнена на максимум. Каждое прожатие рук уменьшает время исследования на 1% от времени технологии. Также есть технологии альянса, которые уменьшают дополнительно время исследования. Но об этом поговорим также позднее. Меня прожали 5 человек из 5 возможных, поэтому я могу сейчас ускорить технологию. Все, ускорили, забираем. И перейдем мы сейчас в казармы. Начнем исследовать казармы для того, чтобы прийти все-таки к Т2 юнитам и не заходить каждые 10 минут в игру, чтобы ставить тренировку новых войск. Итак, к штурму пока что никто не присоединился. Ну, ничего страшного. В следующих видео обязательно расскажу обо всем этом поподробнее.
Последняя кнопка, которую я хотел разобрать в этом видео, находится слева посередине. Нажав на нее, вы можете увидеть время тренировки ваших войск, время исцеления или возможность исцеления. Вот. Мы сейчас поставим исцеляться свои юниты, а также ваши склады и в дальнейшем пограничные пункты. Ну и закончим мы опять на складе. Когда ваши крестьяне носят ресурсы вот на такое большое расстояние, я рекомендую просто удалять склад и ставить поближе. Для этого мы нажимаем на склад, восклицательный знак, снести. Выбираем место поближе к точке ресурсов. Отправляем всех свободных крестьян на стройку. И теперь ваши крестьяне будут ходить более маленькое расстояние и быстрее доставлять ресурсы на склад. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.